Теперь Аня лук ест килограммами. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Мы к вам сегодня с гениальной идеей, с которой можно приготовить и мясо, и печень, и рыбу, и хлеб, и на ужин, и на завтрак, и в духовке, и в аэрогриле, и даже на сковороде. Я просто в восторге. Поэтому ставьте лайки автору этой идеи и начнем. 2 крупных луковицы нарезаю в измельчитель. Можно, конечно же, натереть на мелкой терке, но мне так удобнее. Я же любительница лука. Кстати, этот рецепт, эти блюда понравятся даже тем, кто не любит лук, как я. Гениальный рецепт. Я буду это делать в 2 этапа. У меня маленький измельчитель. Так. И сюда же зубок чеснока. Все. Пересыпаю в миску побольше. Вот такая вот кашица у меня получилась нежная. Все хорошо измельчилось. К луку добавляю столовую ложку майонеза. Можно заменить на греческий йогурт или сметану. Я пробовала, вкусно и так, и так. Следом разбиваю 2 яйца крупных. Еще можно добавить черный молотый перец. Сегодня я добавлю немножко горчицы для пикантности. И перемешиваю такую вот жидкую часть эту. Чтобы яйца смешались с майонезом, с луком. Когда все жидкие ингредиенты размешались, добавляю муку. На мое количество это примерно для начала 2 столовые ложки с горкой. Вот такие вот. А там буду ориентироваться. Должно быть и не густо, и не жидко. Если даже и переборщила, могу добавить сметану или майонез еще. Но я вижу, что у меня все прекрасно. Вот такая консистенция. Как на оладушки, жидкие оладушки. И в самом конце добавлю еще немного соли. И по желанию сюда можно еще добавить любой натертый сыр. Я делала и без него, тоже вкусно. Но у нас есть, поэтому мы добавим граммов 50. Снова перемешиваю. Масса получается воздушная, ароматная. Это даже при том, что, друзья мои, я не люблю лук. Как я проверяю густоту? Окунаю ложку, переворачиваю, держится, значит консистенция хорошая. Оставляю ее минут на 15, чтобы разошлась клейковина в муке. И можем продолжать. Прошло 15 минут, друзья мои, значит можно смело ставить сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть нагреется. Что первое выбираем готовить, друзья мои? Рыба, печень или мясо? Рыбу. Немножко сверху присолю. Кляр тоже подсоленный, помним об этом, поэтому без фанатизма. Сразу присолю и кусочки печенки куриной. Помыла, почистила, все как полагается. И несколько кусочков мяса. С остальными я позже покажу, что я с ними сделаю. У нас завтра гость, поэтому будет очень вкусное его любимое блюдо. По-новому. У меня это бедро индейки. Все. На одну сковородочку нам будет достаточно. Когда первый раз готовила такие блюда, у меня кляр просто сползал. Что я делала в следующий раз? Беру кусочек рыбы, обмакиваю в муку и только потом в кляр. Вот так вот окунаем. Да, ручки придется испачкать. Или пишите в комментариях свой способ, хозяюшки. И на сковородку. Ух ты, как запахло! Так, проделываю со всеми кусочками. Ой, красота! По желанию сверху можно еще добавить этой кашицы. Она очень вкусная, чтобы полностью укрыть рыбку. Все, жарим с 2 сторон до румяной красивой корочки. Рыба готовится очень быстро. Через несколько минут рыбку можно перевернуть. Посмотрите, какая у меня румяная сегодня получилась. Аккуратненько. Опа. И еще. По желанию можно прикрыть крышкой. Ну что, Сережечка, я думаю, уже все готово. Друзья мои, смотрим, что у нас здесь. Оп. Румяная, пушистая рыбка. За какие-то 10 минут выкладываю на бумажное полотенце. И дадим немножко остыть. А мы пока займемся печенью. С ней проще. Когда кусочки вот такие вот маленькие, аккуратные, мне проще работать с этим. В муку, в кляр. Как я уже показывала, можно подбавить ложечкой. И на сковородку. Масла больше добавлять я не буду пока.
А можно все сразу вот так вот запустить и не морочить с этим, друзья мои, голову. Вот так вот, вот так. Теперь это сюда укрыли. Может, так ручки чистые, да, останутся? Ой, еще лучше. Все. И на сковородку красиво. И поехали дальше. И на сковородочку. Печень тоже быстро жарится, чтобы она оставалась нежной. Так, сюда можно подбавить. Все-таки вилочка удобнее всего. Все прекрасно у нас тут держится на продукте. Печень я накрою крышкой. Все, жарим. Какая красивая рыбка. Аня, ой, посмотрите, какая сочная рыба получилась. Я знаю, что это вкусно. Во. А еще с этим. С таким салатиком. Все, смотрим печенку. Я думаю, уже тоже можно перевернуть аккуратно. Посмотрите, какая красота. Мой Сережа сказал, что ему похоже вот это вот на пирожки с печенью, да? Да-да-да. Вот очень похоже на пирожки с печенью. Снова закрываю. Еще 5 минут. Хочу, чтобы печень внутри осталась нежная, немножко розовая. Да, так нужно. В середине процесса можно немножко это все дело покрутить туда-сюда, чтобы все вкусно, хорошо прожарилось. Ой, какие красивые. Ну, чем не пирожочки, котлетки, да, что-то такое интересное. Все, еще минутки 3. Я думаю, за 10 минут у нас уже здесь все приготовилось. Посмотрите, какие красивые штучки. Все. Аппетитные. Да, еще и вкусное. Тоже даем немножко отдохнуть. Займемся мясом. Эту сковородку я ее бумажным полотенцем вытираю. Наливаю чистого свежего масла, немножко больше. Хочется мясу придать прям вот эту вот корочку, а в середине сочность. Также беру кусочки мяса, обваливаю в муку, в кляр. Мне удобнее, кстати, оказалось это делать с помощью вилки. Вот так вот. И на сковородку. Ой, хорошо, сковородочка нагрелась. И продолжаю. Я сразу несколько кусочков сюда, мне так удобнее. Окуну и на сковородку. О, сверху могу еще немножечко добавить, потому что знаю, что это вкусно. И жарим, как отбивные. Также прикрою немножко крышкой. А эти кусочки мяса я запускаю в кляр. Уж поверьте, друзья, завтра будет самое вкусное, когда это мясо промаринуется в этом кляре. И останется его только пожарить, чтобы каждый кусочек хорошо окунулся. Накрываю пленкой и убираю в холодильник. Есть место в холодильнике, Сереж? И это ж мы ничего даже не подготавливали, друзья мои. Это наш холодильник. Пространство. И наше мясо тоже готово. Посмотрите, какая красота. Не нужно ни гарнира, ничего, просто кусочек такого мяса, побольше овощей, и все, можно наслаждаться. Оп, стоять, мне говорит, а я уже хочу попробовать, у меня рефлекс. Беру мясо, сюда же рыбку, и сюда же вот это вот на меня смотрит. Ну, друзья мои, за рыбу я уже сказала, что это просто бесподобно, нежно, сочно и очень вкусно. Посмотрите. Обалденно. Печень. Посмотрите, какая красивая, какая сочная. Просто класс. Идеальная прожарка. Вот. Сама нежность. Паштет в чем-то. Пирожок с печенью. Обалденно. Давай же мясо. Ой, и мясо. Хрустящее. Мяско тоже, посмотрите, сочное, из-за того, что индейка и куриное филе тоже будет нежное. Я думаю, и свинину тоже можно, только предварительно ее отбить. Ой. Да еще с моей капустой. Ой, вообще рецепт этой капусты я вообще полюбил. А еще и перчик вот такой вот острый какой-то.
Не, вот эту капусту я полюбил просто. Это Мгм. ням-ням. И здоровье. Покажи еще раз с мясом, какая красота с мясом. Какое сочное мяско. Все, друзья мои. А также это можно сделать в духовке, в аэрогриле, на сухой сковороде с маслом. Это просто полет фантазий. Вкусно, по-всякому вкусно. Я все перепробовала, хозяюшки, я просто в восторге. Я вот реально все перепробовала с этим кляром. Вкусно, все. Рекомендую. Теперь Аня ест Лук килограммами. Это точно. Потому что это вкусно. И к тому же, наверное, немножко полезно. Да, лук, это ж витамины. Да, теперь Вот. Аня ест лук килограмм. А Сережа с меня орет, он не может поверить в это, что я вот, ну, столько лука ем. Да, Наконец-то я нашел Сережечка. такой рецепт для тебя. Да. Друзья, благодарим вас за внимание. Благодарю, кстати, девочки мои милые, красавицы, хозяюшки. Благодарю вас за комплименты к моему новому образу. Все хорошо. Многие пишут: Аня, без обид, не обижайся, нам больше ты нравишься блондинкой. Сережа с вами полностью солидарен. И все же, сейчас я хочу быть такой. Мне нравится, мне комфортно, волосы живые, поэтому все хорошо. А к блонду всегда можно вернуться. Это же волосы, не зубы, отрастут. До скорых встреч. Все, я хочу есть. Самое больше мне нравится рыба, печень и мясо. А хлеб? И хлеб. Короче, всё с этим нравится. вкусно все. Я просто была удивлена. Ну как такое можно было придумать? Гениальные люди. Все, Сереж. А я пока уберу свой творческий беспорядок, а то Сергей Николаевич нервничает. Что ему опять куча посуды мыть. Сережечка, да. нормально. Вот так вот у нас в доме, друзья, наши распределены обязанности. Я готовлю, муж моет. Машину я ему тоже помогаю мыть, кстати. Я тебе помогаю машину? Натирать, да. Выставкой нам Да, помогает. да. Так что у нас все честно.